Здравствуйте, Ильдар. Здравствуй. Меня зовут Кира. Вы меня помните? Мы с вами познакомились в лифте, мило побеседовали, вы мне посоветовали лимонную кислоту от накипи в чайнике. Конечно, Кира. А чем я могу тебе помочь? Я совсем недавно переехала сюда, и в этом доме у меня нет знакомых, как, впрочем, и в городе. Но вот я испекла шарлотку. Это так называют яблочный пирог. Вы, Ильнур, любите яблоки? Да, только у меня мало времени. Не думаю, что из меня получится хороший собеседник. Проходи. Пойдем на кухню. Как раз чайник закипел. Справились с накипью? Лимонная кислота помогла? Я думаю воспользоваться другим способом. Вы слышали про бутилированную воду? Такие баллоны по 20 литров. Трудно тебя представить, волочащие эти баллоны. Да, но есть же доставка. В моем городе все мои знакомые пользовались ею, а мне она была не нужна. У меня в доме стояли такие очистительные средства, как фильтры. Я сейчас даже и не вспомню. А у нас в домах нет фильтров. Трубы один раз с советского периода на пластиковые поменяли, и на том спасибо. А вот мой Шуин набирает эти баллоны здесь недалеко, есть пункт разлива. Кидаешь монетку, он льет тебе сколько надо. Как будка с газировкой. Тебе черный или зеленый чай? А мне вот просто воды, спасибо. Моя сестра тоже на ЗОЖе. Мясо не ест, кофе не пьет. А за полгода 5 кило набрала. И смех, и грех. Ильнур, а что вы думаете о цене желаний? То есть, сколько может стоить исполнение ваших мечт? Имеешь в виду, сколько денег это может стоить? Беда в том, что деньги имеют ценность, но сами деньги людям не нужны. Мне нужны. Да, как и мне, но если посмотреть чуть шире, деньги дают возможности. То есть я нуждаюсь в вещах, которые я могу купить за деньги, в еде, необходимой мне. Я могу перемещаться без особых усилий благодаря деньгам. Но как таковые деньги без тех возможностей, которые они дают нам, не нужны. Деньги – это возможности. Нет, деньги — это что-то ненужное по своей сути. Бумага, горсть монет. Это лишь мера труда, которую мы сами себе придумали. Просто для понимания происходящего. Монета — это всего лишь инструмент, не несущий в себе никакой ценности. Деньги бесценны. Хорошо, тогда о какой цене идет речь? Думаю, стоит начать с самого начала. Я молодая писательница, пишу сценарии для телевизионных сериалов. Очень странная работа, хотя оказалась востребованная. Когда мы работаем по определенным шаблонам, можно убедить окружающих в наличии стиля. Хотя, возможно, он и вправду у меня был. Втайне мечтая о большом серьезном романе, я не могла закончить даже повесть. И дело даже не в том, что работа не ладилась,
Наоборот, все шло ровно по тем срокам, которые я сама себе наметила. Но выходила все та же сериальная глупость, написанная по тем же шаблонам, все тем же никому не нужным языком. Только вот в ней уже не было стандартной структуры телевизионной серии, и из-за этого терялся шарм, которого, возможно, и не было. Очень вкусная шарлотка. Ты умеешь готовить. Повезло твоему мужу. У меня нет мужа, и я очень извиняюсь, но я купила эту шарлотку в гастрономе рядом с домом, потому что мне показалось, что с пустыми руками идти неприлично. То-то, я думаю, когда начал резать, слишком много полиэтилена, как в магазине. Однажды, как и вам, мне позвонили в дверь. На пороге стояла женщина лет 70. Познакомились мы в театре. Я в своем городе очень часто ходила на премьеры, а она работала в гардеробе. Общались мы немного, но чуть больше общепринятых любезностей. Она мне нравилась, и я думаю, что я ей тоже. Милая бабушка. Да, милая, лучше не скажешь. И она меня считала милой и нравственной. Да, так и сказала, нравственной. Звали мою гостью Алиса. Алиса спросила, а что, если бы у меня в руках был артефакт, который мог бы исполнить любые мои желания? Любые. И если этот артефакт попросит самую важную для меня вещь, готова ли я заплатить эту цену? Или для меня не существует желаний, которые этого стоят? Что это за цена? Вот мы с Алисой и пытались определить, что для меня является самым важным. Ведь все относительно индивидуально для каждого человека. Это как в песне. Неизлечимо больной ребенок завидует здоровью заключенного, а заключенный свободе ребенка. Люди в почтенном возрасте жаждут молодости, а молодым же невдомек о богатстве, которым они обладают. Люди желают власти и денег. Да, свобода, здоровье, власть — это лишь качество жизни. Жизнь — это единственная ценность для живого существа. Не буду спорить. Жизнь теряет ценность в тот момент, когда мы ее лишаемся, потому что оценить ее важность уже некому. Вместе с нами пропадает и мера, исчезает точка отсчета. Но она в любом случае важна для меня, даже если меня нет. Но вас нет, и смысла в том, что важно вам, тоже нет. Для другого человека шкала ценностей может быть совершенно противоположной. Есть же однозначные понятия, как справедливость, которая одна, или законы точных наук, как закон притяжения. Закон притяжения есть, но он не так точен, как нам кажется. А о справедливости можно говорить часами. Но главное, что артефакт делает вас своим мерилом. Ваши желания равносильны вашим жертвам. Жертва — ваша привязанность к человеку. Чем ближе вы к человеку, тем больше цена. Чем меньше вам нравится человек, тем меньше жертва. Желание несущественно.
В моем случае желание было настолько ничтожным, что его не хватило даже на целую жизнь. Я пожелала дать мне талант, закончить пьесу. Но талант в наше время не так дорого ценится. Поэтому за мое желание артефакт забрал лишь полжизни. Моя близкая подруга заболела. По сути, теперь она инвалид. Ну почему ты решила, что несчастье, случившееся с твоей подругой, произошло из-за тебя? Как ты поняла, что в этом виноват артефакт? Просто знаю. Это жертва. Жертва за дар. Это какое-то безумие. Ты меня пугаешь, Кира. Ну, почему же? Это он. Артефакт. Можете дать ему имя. Алиса говорила, что он любит, когда к нему обращаются по имени. Ты говорила с ним? Нет, я его боюсь. Я много раз пыталась от него избавиться, но, кажется, это невозможно. Ты пыталась? Да, я его выбрасывала, поджигала, топила в море. Но он всегда ко мне возвращается. Он прикатывался обратно? Нет, он... его приносят мои знакомые со словами «Ой, увидел и подумал про тебя». Незнакомые, говоря «А это не ваше?» Пару раз переносили полицейские со словами «Вот, мы нашли ваши вещи» и вместе с украденными вещами отдавали мне его. Забавно. Меня даже обокрали в тот момент, когда я пыталась от него избавиться. А еще однажды случилось землетрясение, когда я попыталась его закопать. Сейчас я уже даже не пытаюсь от него избавиться. Мало ли, вдруг произойдет еще какой катаклизм. Точно психушка. Его можно только подарить или передать в дар, как сказала Алиса. Поэтому я отдаю его вам. Ты хочешь подарить мне то, что исполнит любое мое желание? Да, он сможет сделать вас музыкантом, поэтом, доктором, да хоть диктатором. Но какую цену он за это возьмет, я не знаю. Как это работает? Достаточно просто посмотреть на него и молча загадать желание. Можно и вслух, но я загадывала молча. И через мгновение все, желание исполнено. И все? Так просто? И легко? Это нелегко. Мы обуреваемы страстями. В какой-то момент, кажется, можно загадать какую-то мелочь, и плата не будет такой высокой. Ой, стоп, извините, это невозможно. Извините, не провожайте меня. До свидания.
Ира. Ну, конечно, старые соседи. Но чтобы вот так выбрасывать вещи средь бела дня в окно. Ну, ты что творишь вообще? Марат, извини, честное слово, Марат. Давай в следующий раз. Спасибо.